Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Спасибо вам за вашу поддержку, подписки, лайки, отзывы. Кто у меня впервые, давайте знакомиться. Меня зовут Ирина. Я психолог, таролог, а главное, просто женщина, просто человек. Рассаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. Дышите глубже. Сегодня мы с вами поговорим на тему «Запрет на любовь». Почему ты выбираешь одиночество под видом поиска мужчины? От которой у меня, как практикующего психолога, признаюсь честно, уже дергается правый глаз. Легкий такой профессиональный тик. Тема звучит до боли знакомо. Почему я, такая прекрасная, умная, ухоженная, самодостаточная, я развиваюсь, хожу на тренинги и никак не могу найти нормального, подходящего мужчину? Давайте с вами сразу на берегу снимем весь этот эзотерический и мистический налет. Родовые проклятия, венцы безбрачия, ретроградный Меркурий, все ваши кармические долги из прошлых жизней и упаднический лозунг «всех нормальных мужиков разобрали еще щенками». Мы все это оставляем за дверью. Договорились? Это инфантильные сказки для тех, кто очень хочет переложить ответственность за свою жизнь на звезды, демографический кризис или геополитическую ситуацию. Как психолог я скажу вам жесткую, отрезвляющую, но на самом деле глубоко освобождающую правду. Если в вашей жизни годами нет мужчины, значит, прямо сейчас, на данном этапе, вам так выгодно, безопасно и удобно. Все, точка. А вот теперь давайте разбираться, как устроен этот ваш внутренний театр абсурда, как он работает. Ко мне на консультации регулярно, очень регулярно приходят женщины с этим запросом. И знаете, что я вижу в 99% случаев? Классический внутренний раскол. Сознанием. Женщина кричит: «Хочу замуж, хочу любви, где мое сильное плечо?» А ее подсознание в этот момент тихонько крестится, судорожно забивается в угол и строит вокруг нее 3-метровый бетонный забор с колючей проволокой под напряжением. Ну и ладно бы это было просто, это был бы просто забор. Там включаются такие внутренние спецслужбы, что реально существующие государственные службы безопасности, они рядом и не стояли. Это мне напоминает старый анекдот. Приходит женщина к гадалке и умоляет: «Сделайте что-нибудь, я так хочу замуж, на мне, наверное, венец безбрачия». Гадалка посмотрела на нее, вздохнула и говорит: «Милая, какой венец? На тебе каска, бронежилет и глухая круговая оборона». Расскажу вам свежую историю из практики. Имена, естественно, изменены, но ситуация классическая. Приходит клиентка, назовем ее, допустим, Марина, да? 38 лет. Допустим, топ-менеджер крупной компании. Выглядит, ну, просто витринка журнала Forbes. Ухоженная, стильная, умница. Сама купила квартиру, сама возит себя на курорты. И вот она горько плачет в кабинете. «Ира, мужчины меня боятся. Попадаются одни слабаки, маменькины сынки, альфонсы. А я так устала быть сильной. Я просто хочу уткнуться в сильное плечо и расслабиться». Отлично. Начинаем разматывать этот клубок. И тут выясняется следующее.
Марина живет в режиме тотального железобетонного контроля. Она лучше любого прораба знает, как правильно класть плитку. Она контролирует замену масла в машине. Она знает, как ее подчиненным, подругам и маме правильно жить их жизни. Дома у нее стерильный, идеальный порядок. Каждая подушка на диване лежит строго под углом 45 градусов. Не дай бог сдвинуть на сантиметр. И тут мы прямо на сессии моделируем ситуацию. Марина, представь, что в твоей идеальной квартире появился тот самый сильный мужчина. Не тюфяк, которого можно строить, а реальный лидер. Со своим мнением, своими привычками и, о ужас, со своим уставом. Он переставляет твою любимую чашку. Он заявляет, что в выходные вы едете на шопинг. Нет, а на рыбалку с палатками. И вообще, он пытается принимать решения за вас двоих, да? Двигая твои границы. Знаете, что произошло с Мариной? Ее физически передернуло. У нее на глазах поднялся уровень тревоги. Участилось дыхание. Почему? Потому что ее внутренний контролер панически боится потерять власть. Для ее психики мужчина – это никакой не кусочек счастья. Для ее подсознания мужчина – это хаос, угроза безопасности, разрушение идеального порядка, покушение на личную территорию. В итоге подсознание Марины филигранно выполняет свою защитную функцию. Чтобы спасти хозяйку от этого ужаса, оно подсовывает ей либо женатых, с которыми гарантирована безопасная дистанция и никто не покусится на ее полку в шкафу, либо инфантильных мальчиков, которых можно строить, как солдат, не теряя контроля. А сильные, подходящие мужчины просто считывают ее невидимую, но мощную трансляцию. «Я сама, не влезаю, убьет», и обходят эту крепость стороной. Где же прячутся ваши вторичные выгоды? Давайте включим здоровый скептицизм и честно посмотрим на одиночество. Одиночество – это потрясающе комфортная, люксовая штука, в которой есть куча скрытых плюсов. В психологии мы называем их вторичными выгодами. Признаться в них себе бывает стыдно, но необходимо. От чего на самом деле защищает вас отсутствие партнера? Во-первых, выгода тишины и лени. Вам вообще не нужно ни под кого подстраиваться. Вы можете прийти домой после работы, завернуться в растянутую, но зато такую удобную пижаму, заказать пиццу прямо в постель, обнять кота и смотреть сериалы до 3 ночи. Никаких компромиссов, никакого секса через «не хочу», никаких там ужинов из 3 блюд. Никто не храпит по духам, не бесит своими разбросанными носками. Это колоссальная зона комфорта. Чтобы впустить туда человека, придется потесниться. А так неохота. Мы же привыкли думать, что одинокая женщина плачет ночами в подушку. Да ничего подобного. Она со вздохом облегчения падает на кровать по диагонали. Это, девочки, как в том анекдоте. Когда встречаются 2 подруги, одна хвастается другой. Наконец-то в моей жизни появился идеальный мужчина. Он не пьет, не курит, не шляется с друзьями, не разбрасывает носки, не спорит со мной и засыпает ровно в 9 вечера. Вторая с придыханием ее спрашивает: «Боже, где ж ты его нашла?» «Да нигде, я его из плюша шила».
Вот-вот. Живой мужчина – это вам не плюшевый мишка. Он не будет сидеть тихо на полке. И наше подсознание это прекрасно понимает. Во-вторых, отсутствие партнера защищает от повторной боли. Если ваши прошлые отношения закончились тем, что вам вырвали сердце без наркоза, вас предали или растоптали, ваша психика сделала жесткий вывод. Близость равно смертельная опасность. И теперь, как только на горизонте появляется приличный, заботливый кандидат, ваш внутренний предохранитель вырубает сирену. Срочно спасайся. Он тоже сделает больно. И вы мгновенно включаете режим лазерного поиска недостатков. И, о чудо, вы их находите. Не так рассмеялся, не те туфли надел, глупую шутку сморозил. Фу, не подходит. Выдохнули. Снова в безопасности. Снова одна. В-третьих, отсутствие партнера дает статус святой мученицы. Это же так удобно. Страдать и жаловаться подругам за бокалом вина на тяжелую женскую долю. Вы автоматически получаете тонны дешевого внимания, поддержки и жалости. Вы такая бедная, а мир такой несправедливый. А вот если вы начнете реальные отношения, этот статус придется сдать. Придется взрослеть, снимать нимб, учиться договариваться, открываться, нести ответственность за свой выбор. Делаем реальные шаги. Хватит ждать, пора чинить. Девочки, если вы устали от этого безопасного, теплого, но тухлого болота и действительно созрели для того, чтобы выйти наружу, давайте перейдем к поведенческой терапии. Никаких посыланий, запросов во Вселенную. Только конкретные шаги. Шаг первый. Назовем его капитуляция перед правдой. Сегодня вечером сядьте, возьмите лист бумаги, отключите телефон и напишите честный ответ на один вопрос. Что самого страшного и ужасного произойдет в моей жизни, если завтра у меня появятся серьезные отношения? Я потеряю свободу. Мне придется делить свои деньги. Мне придется терпеть его дурацких родственников. Я панически боюсь, что мне изменят. И так далее. Все, что придет вам в голову. Даже самое нелепое. Выпишите все это дерьмо, которое подсознание прячет от вас. Пока эти страхи сидят в тени, они управляют вашей жизнью и держат вас в одиночестве. Как только вы их зафиксировали на бумаге, это больше не мистика. Это список задач, с которыми можно и нужно работать. Шаг второй. Назовем его увольнение вашего внутреннего критика и снижение планки. Прекратите искать мифического принца на белом коне. Этих идеальных принцев, их не существует в природе. Нередко ко мне приходят со списком требований к мужчине, где написано: должен зарабатывать миллионы, быть тонким психологом, обладать внешностью, допустим, Брэда Питта, читать Канта в оригинале и при этом обожать мыть посуду еще, да? Это выбор неживого человека для жизни. Это выбор космонавта для высадки на Марс. Девчонки, эти списки идеальных мужчин – это же чистый анекдот. Помните историю про магазин, где женщины могли выбрать себе мужа?
На первом этаже табличка. Мужчины, которые имеют работу. Ну, скучно. Пошли выше. На втором мужчины, которые имеют работу и любят детей. Уже лучше, но мало. На третьем мужчины, которые имеют работу, любят детей и чертовски красивые. Ого, класс. Но женщины идут дальше. На четвертом этаже мужчины, которые имеют работу, любят детей, чертовски красивы и помогают по дому. Казалось бы, бери, 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 беги. Но нет. Наши женщины идут на самый верх. Открывают двери 5-го этажа, а там висит пустой экран и надпись. Вы здесь сегодня 1549 по счету. Этот этаж построен исключительно для того, чтобы доказать вам, бабам, хрен угодишь. Вот и со списком требований также. И это тоже скрытая форма саботажа. Ваше подсознание специально завышает планку до небес, чтобы ей гарантированно никто не смог соответствовать. И вы со спокойной совестью остались на своем диване с котом. Разрешите мужчинам быть неидеальными. У них, представьте себе, тоже есть страхи, слабости, комплексы и дурацкие привычки. Шаг 3. Назовем его тест-драйв уязвимости. Ну или разминирование территории. Если вы привыкли быть железной леди и я сама себе защита, начните мелкими шагами сдавать позиции тотального контроля. Позвольте себе быть слабой в мелочах. Попросите соседа донести тяжелую сумку. И не надо совать ему 100 рублей за услугу. Просто скажите спасибо. Позвольте коллеге угостить вас кофе. Не спорьте и не вырывайте ручку двери, когда мужчина пытается открыть ее перед вами. Вам нужно показать пространству и своей психике, что в вашей жизни вообще есть свободный стул для кого-то еще, кроме вашего раздутого эго. Шаг 4. Разделяйте прошлый опыт и настоящее. Ваш бывший, который повел себя как козел и предал вас, это один конкретный человек со своими травмами. Мужчина, которого вы встретите завтра, это совершенно другой человек. Но у нас как же? Если первый муж был бабником, то теперь у нас на каждого нормального парня включается режим паранойи. Как в классическом еврейском анекдоте. Приходит Сара к маме и говорит: «Мама, Абрам мне изменяет. Я вчера видела, как он улыбался соседке». Мама спокойно отвечает: «Сарочка, деточка, то, что твой папа, царство ему небесное, был кобелем, еще не значит, что Абрам не может просто радоваться хорошей погоде. Не ищи блох там, где их и нет». Хватит проецировать старые обиды на новые лица. Новый партнер не нанимался работать коллекторами, выплачивать моральные долги ваших бывших мужчин. Оставьте прошлое прошлому. И вот главный и самый важный совет. Мужчина не принесет вам счастья на блюдечке с голубой каемочкой. Он не залатает ваши внутренние дыры, не вылечит ваши детские травмы, не спасет вас от личной скуки. Отношения – это всегда зеркало. И пока внутри вас бушует скрытая война, между паническим страхом близости, демонстративным желанием любви, в этом зеркале будут отражаться только искаженные, кривые силуэты, изменники, слабаки и альфонсы. Перестаньте судорожно искать. Займитесь жестким аудитом своей душевной территории. Сделайте так, чтобы внутри вас самой, без внешних подпорок, стало тепло, безопасно, интересно, свободно. И тогда подходящий человек появится в вашей жизни.
не в роли изголодавшегося спасателя, которому нужно заполнить вашу пустоту, а в роли зрителя, который восхитится вашим внутренним светом и захочет разделить его с вами. Хватит строить заборы и защищаться от жизни. Разрешите себе рискнуть, снять броню и быть наконец-то счастливой. Чувствуете, как внутри падает напряжение? Вот с этой обновленной, легкой осанкой прямо сейчас мы идем в далеко не всегда идеальный, но такой интересный окружающий нас мир. Удачи нам всем. Спасибо. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.